Обзор песни Цоя, песня без слов. Попробуем раскрыть песню, хоть сам Цой говорил, что рассказывать смысл, это как объяснять анекдот. Ну, попробуем объяснить анекдот. Песня без слов. Понятно, что песни без слов не бывает, так же, как и ночью все обычно спят. То есть это не совсем так, смысл здесь все-таки есть. Антоним без слов, по нашему мнению, это, скорее всего, действие. То есть и дальше говорится, что если есть шаг, должен быть след. То есть речь идет о действии. Ночь без сна имеется в виду осознание происходящего. Видеть то, что не видят другие, которые, можно сказать, спят всю жизнь. Ночь, сам образ ночи в творчестве Цоя, это отсутствие солнца. Потому что солнце автор упоминает сразу в нескольких песнях. Все свое время зима и весна. Зима меняется на весну с активизацией солнца, опять же. Весной солнце наиболее активно. Что конкретно автор имеет в виду под солнцем, звезда, ночь, нам пока до конца не ясно. Я думаю, вы мне, может быть, это поможете, либо в других видео мы это раскроем через анализ с нескольких текстов. Вот так как встречается такое сочетание, как звездная пыль на сапогах, в небе над нами горит звезда, а не то наступит ночь, дочь и так далее. То есть часто повторяются эти слова. Вот, звезда, так же как и солнце, упоминается в том числе и в связи между солнцем. Например, звезда по имени Солнце. Также, например, в песне «Звезда» описывается то же самое противостояние, о котором речь идет и в этой самой песне. Это противостояние режима и тех, кто не хочет подчиняться этому режиму. Вот в дальнейшем, вот в этих вот строчках, здесь вполне видно. Например, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть. Здесь вот эти парные строчки, они разбиты по парам. Вот эта строчка относится к этой, а вот эта строчка относится к этой. Вот эти строчки по две, это разделение людей на две группы. Противостояние режима и народа с другой стороны. Что означает яблоку место упасть? Это означает, что государство определяет все места, кому где жить, кому где работать. Что означает образ яблока, пока что не ясно. Понятно, что это как бы и с поговорки взято. Вот. Но вот в этой строчке речь идет о той категории людей, для которых все определяет государство. Это когда папы, там, дяди устраивают на работу и так далее. Вот эта строчка сочетается вот с этой строчкой. Каждой собаке палку и кость. Вот. А каждому вору возможность украсть. Дело в том, что у вора, в отличие от тех, кому обеспечено место, есть лишь возможность. И эта возможность, как правило, не укладывается в рамки, поэтому в рамки вот этого режима, поэтому украсть. Поэтому вообще вор как противоположность послушному режиму гражданина. Вот далее, опять же, это разделение повторяется. Например, собака и волк. По сути, собака — это представитель государства, которого кормит хозяин. У такого представителя палка, чтобы бить и подчинять народ. И кость, которую ему кидает хозяин в виде гособеспечения. То есть собака с палкой — это надзиратель, так называемый. А волк это представитель свободного общества. Волк, в отличие от собаки, сам себе находит пропитание. Зубы у волка — это та сила, которую ценят даже собаки. А злость — это ответ на действие палкой. Поэтому вот здесь речь идет о противостоянии. Дальше, как резюме первому куплету, припев — это как вывод к происходящему. В этой части автор указывает свое отношение к происходящему и описанному выше. Например, снова за окнами белый день — это постоянство происходящего. Хотя вот образ день тоже часто встречается в творчестве Цоя. Я как бы до конца пока еще не могу его раскрыть. День вызывает меня на бой. Здесь, скорее всего, не день. Это автор специально указал день, но поется озвученное слово тень. Скорее всего, тень вызывает меня на бой. Тогда появляется смысл, как тень — это вторая часть
вторая часть автора, которая противится происходящему. Подобный же трюк есть в песне «Атаман», когда там созвучные слова используются. «Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной». То есть в этой части тень, одна половина души, сопротивляется с происходящим, а здесь вторая часть души, внутренний мир, тоже сопротивляется с происходящим, и поэтому автор не может оставить описанное в куплете события без внимания, без действия, и поэтому вынужден действовать. Вот. Дальше, вот в этой части песни идет отделение личности от толпы, от тех людей, которые что-то могут сделать. Если вы не думаете, а просто делаете как все, то значит, что вами управляет. И конец у вас, как у всего стада, это забой. Просто пока вас выращивают, пока вы еще не готовы для забоя. То есть это люди, которые в стадо. А пастух — это те, кто манипулирует, управляет стадом и ведет их на забой. Вот. И если есть действие, должен быть дух. То есть, если есть тело, должен быть дух. Это означает, что должна быть смелость у людей, у которых есть, ну, хотя бы там физическое состояние пребывания в этом мире. А если шаг должен быть след, это означает, что у действия должен быть результат. Вот фраза «если есть тьма, должен быть свет» не совсем означает то, что прямо в ней сказано. Дело в том, что тьма означает много. Тьма — это много, а свет — это светлые люди, которые светлые мысли, истинно мыслящие, то есть люди, которые знают правду, которые что-то умеют, мудрые люди. И поэтому, если есть много людей, тьма, вот эта вот толпа, стадо, то должен быть свет, который все это понимает. Дальше, вот здесь выделяется из толпы личность. Дальше для этой личности предоставляется судьба, так называемая. Хочешь ли ты изменить этот мир? Это единственный вот этот свет, это те, кто может поменять этот мир. И у этих людей, которые видят и понимают, есть выбор. Либо действовать, либо не действовать. Сможешь ли ты принять как есть? Потому что даже если захочешь, не факт, что сможешь. Как вот в припеве говорится, что автор не может это принять. Встать, выйти из ряда вон, это не действовать как все. Ну, то есть это понятно, что уже из стада вот этот свет выделился. А дальше это судьба всех этих людей, которые, скажем так, не делают то, что делает основная толпа. Те, которые понимают происходящее, пытаются что-то изменить. Сесть на электрический стул или трон. Ну, в этой песне, конечно, автор описал то, что его устранят. Сесть на электрический стул, то, что с ним произошло, его, по сути, казнили, убив его, подстроив ДТП. Вот. Ну, об этих и вещах я еще буду говорить в других видео. Вот. То есть, если предпринимать действия людей, которые видят, то либо победят они и станут управлять всей системой, либо их эта система устранит таким путем, потому что электрический стул — это, по сути, принудительная казнь. А вот эта вот часть песни означает, по сути, повторение куплета, да, означает, что вот эта ситуация, она до сих пор актуальна. Актуальна, пока играет эта песня. В этом как бы смысл именно вот этой песни. Конечно, многие из вас наверняка глубже понимают этот текст, поэтому жду комментариев, критики, вот, может быть, дополнений, исправлений каких-то. Ну, в общем, интересно было бы услышать мнение знающих.